Я сейчас нахожусь в городе Шэньчжэнь, точнее Янтянь, а поеду в Шэньчжэнь. Почему я туда поеду? Ну, ничего мне особенного не нужно. Просто дело в том, что в Шэньчжэне находится самый большой технологический рынок в мире. Это силиконовая долина в мире Китая. По этой самой причине я хочу посмотреть и увидеть, как он выглядит. Я надеюсь, что мне это удастся, и оттуда я сделаю к вам небольшой репортаж, как выглядят эти гигантские маркеты, куда я поеду смотреть электронику, и только именно смотреть. Поехали в один из самых грандиозных шопинг-центров в мире. Не в Китае, я не ошибся, я говорю про мир. И сейчас походим, я хочу показать, как в Китае все это устроено, насколько это все грандиозно, насколько это здесь все, ну, обалденно, будем так говорить. Уже когда привезли, сразу же бросается в глаза то, что действительно поражает все воображение, и глаза разбегаются, особенно у таких любителей гаджетов, как у меня. Мне есть 4 часа, то есть я могу спокойно походить здесь, посмотреть. Мне здесь очень нравятся вот такие всякие лавки даже есть, которые, вон, Уни3, я вижу, Insta360. Я хочу сейчас пойти посмотреть как раз и поснимать, как там будет, интересно. Я думаю, что должно быть обалденно. Вы поняли, вот такое из себя представляет вот такая вот улица. И это, конечно, поражает воображение. Это, конечно, обалденно и интересно. Глаза разбегаются, даже не знаю, что смотреть. Настолько здесь всего много. Сейчас буду ходить, мне хочется просто моим тем людям, которые смотрят мой канал, которым этот канал нравится, показать просто, что такое действительно самый большой маркет в мире, что можно здесь увидеть. Ну, купить, не купить, но, как вы видите, даже на улице поражает это воображение. Hello, thank you very much. Ну, вот можете посмотреть. Это одна из очень немногочисленных и маленьких вещей, которые можно увидеть здесь. Где все можно увидеть. Hello, hello. Глаза, конечно, разбегаются. Вообще непонятно даже, на что смотреть, что покупать, где брать. И настолько много всего, что в глазах рябит, если честно. Ну, будем смотреть. Я не хочу много бросаться и что-то покупать. Мне главное показать, чтобы мои любимые подписчики видели, что из себя представляет рынок Китая, как это все здесь устроено, насколько все это здесь интересно. Но это, конечно, обалденно. Вон даже есть фирменная штука Insta360, которую я сейчас снимаю. Ну, здесь есть. Insta300. Of course. Nothing another. Oh, your battery. Your battery here. Yeah. This one is not okay. I have many. Battery. 3 pieces Insta I have. Yeah, I have. All full pack I have. Okay. Insta. Wow, 3 meter. Yeah. Wow, I know. We have. YouTube blog. YouTube. Euro. YouTube blog. Oh. YouTube. Oh. How many fans?
8,000 for that now. 8,000. And some 8,000 subscribers now. Wow. It's okay, I love. Wow. Вошел какой-то оранжевый магазинчик, просто интересно смотреть. Такие всякие небольшие гаджеты. Даже это электронная гитара, я про нее слышал, где-то тут есть. Но это мне не интересно. Смотрим дальше. Фототовары. Что-то такое по мелочам. Тоже всего можно. Много. Все такое интересное. Слишком много электроники и гаджетов. Rocket Glasses. Я знаю, что это такое. Надо пойти посмотреть. Вот я увидел. Видите, там изображены они. Вряд ли они прямо здесь будут, хотя не исключено. Можно посмотреть. Это, конечно, поражает воображение все. Чего стоят вон рюкзаки разные, и то они какие-то с этим. Вы посмотрите, что здесь творится. Какой-то технологический разврат, будем так говорить. Я хочу посмотреть, вот представлены какие-то очки. Да. Lingo Glasses. За такие очки умные. Это очень интересно. Смотрю, они поддерживают даже русский язык. Мне нравится очень, как здесь обслуживают. И я думаю, что такие очки, они очень достаточно плавно работают. Есть навигация. Выводится полностью весь WhatsApp. Они определяют мой язык, и мне это очень нравится. Мне очень нравится. Вот какие-то камеры. 8К ультра. И что это за камеры такие непонятные? Я такого в жизни не видел. Это какие-то китайские камеры. Понятное дело, что китайские. Да и стоят они достаточно дешево. Q-Mart. Непонятно, то ли я в нем был, то ли я был в чем-то другом. Huawei Plaza Hotel. Howland Plaza Hotel. Я так думаю, что сюда приезжают, заселяются какие-то бизнесмены, которые потом ходят по вот этим торговым местам и налаживают отношения. Да, ребята, это, конечно, черт возьми, поражает воображение. Куча ребят на этих самокатах. Куча всякого. Они прям ездят здесь по тротуарам, эти электрические самокаты. У них этих электрических самокатов неимоверное количество. И это, кстати, очень хорошо, потому что они таким образом не загрязняют атмосферу и в то же самое время не занимают много времени для передвижения. Так, что здесь еще интересного? Что мы здесь еще можем увидеть такого? Здесь телефоны.
Здесь золотишко, которые, кстати, тоже китайцы любят, будем говорить. Кругом всякие шоурумы, китайская одежда и так далее. Я делаю вывод, что именно сюда нам надо обязательно с моей любимой женой приехать и побродить по этим улицам, поехать в интересные какие-нибудь места, исторические, они только такие, потому что как он развит, Китай, как он выглядит, это поражает воображение. Насколько у них все это развито. Посмотрите, сколько магазинов и вечером, и все работают, и все пашут, и никто не плачет. Это, конечно, красота. Будем подсоединять очки этой реальности к телефону, когда будем на пароходе разбираться с ними. Я вижу, что русский язык и кириллица отображаются корректно, и это мне нравится. Все отображается очень корректно. Зашел в очередной гигантский супермаркет. Я точно знаю, что здесь я не был еще. И вообще не понимаю, сколько их здесь есть. Здесь в основном все мобильные телефоны. Ну, как мы знаем, мобильные телефоны здесь не прошиты с Гуглом. То есть люди, которые покупают, или они знают, что они делают, или этим людям, как и китайцам самим, этот Google нахрен нужен. Идем дальше, смотрим дальше. Да. Здесь складные телефоны. Это как уже, знаешь, обычное дело. Это как обычное дело. Ага. I'm sorry, do you speak English? No. Samsung Fold 7. Fold 7. Case carbon. Carbon case. Uh-huh. Open. Yeah, open. I want to see. Ah, it's only one. It's not have. Yeah. Карбон. Мой небольшой вояж в этот чудо-улицу, чудо-город, где куча электроники, много очень интересных мест. Возвращаемся назад, потому что с 9 до 9:30 у нас встреча около места, откуда мы поедем назад, через тот магазин, где назад поменяю китайские денежки, и поедем назад на пароход. Вообще, конечно, первый раз в своей жизни я, ребята, ощутил, что электроники бывает действительно много. Давайте, пока я веду к транспорту, скажу о первых впечатлениях, о тех очках, смарт-очках, которые я искал, которые купил и на которые я сделаю обзор. Начнем с того, что это какое-то вообще для меня непонятное даже чудо, будем так говорить.
То есть настолько технологии убежали вперед. Ведь я до этого не пробовал ни одни смарт-очки. У меня их просто не было. И я на них смотрел только какие-то обзоры. И, ну, вы знаете, обзоры обзорами. Но когда сам такую вещь трогаешь руками, это совсем другое. Мало того, что очки меня поразили, то есть действительно читается текст, действительно они работают. Немножко я привыкну к меню, будем так говорить. И после этого, ну, буду ими пользоваться. Я думаю, что, даже не думаю, а уверен, что буду пользоваться этими очками. Буду пользоваться ими достаточно активно. Дома еще поставлю вот эти вот линзы, которые мне дали. И, кстати, о линзах. Когда дальше гулял, наткнулся на именно на магазин, где сидели ребята, которые знают сами тех программистов, которые для этих очков писали программы, которые соединяли чат GPT и именно с тем, чем работают эти программы. И оказались очень радушные. Нашелось еще к этим очкам приблуды. Это 2 линзы, пока есть пустышки, которые я отнесу к нам в место, где мне делают линзы профессионально. Мне сделают там линзы тонкие, и я смогу эти очками пользоваться всегда. Плюс у меня к ним еще есть сейчас накладка такая, что это как солнечные очки тоже. То есть все в одном пакете. У меня будут и очки умные, и солнечные очки. Благодаря их системе, я так понимаю, они спокойно держат целый день без подзарядки, а то и больше, я думаю, в зависимости от того, как ты будешь пользоваться. Больше всего, конечно, не откроется тогда, где будет у меня через телефон мощный интернет. И тогда смотрите, что получается. Уже сразу забегая вперед, скажу, что у меня есть телефон, и я отказался от умных часов, потому что считал это, ну, как-то непонятным иметь часы. Почему непонятно, скажу. Потому что надо всегда забирать. А тут идешь и прямо читаешь с экрана. Поэтому ждите следующих обзоров. Обзоров этих очков. Обзоров тоже новых часов. А я иду на транспорт и поеду на пароход. Надеюсь, что скоро сделаю этот выпуск. Все.